Kendisi Gümüşhane'ye yanıma gelmiş. Başına gelen o korkunç şey hakkındaydı muhakkak. Benim seninle mutlaka konuşmam lazım. Ben senden bir şey rica edeceğim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Севилай будет мечтать о том, чтобы восстановить семейную связь со своим братом, когда найдет его, как будто она хочет заполнить огромную пустоту, которую носила внутри себя годами, и восполнить недостающую часть своей жизни. Незнание Севилай того, что Андачбей, ее брат, вызовет неописуемую горечь в ее сердце. Однако Севилай постарается дождаться подходящего момента, чтобы раскрыть свою личность. Однако Андачбей, не осознавая ее чувств и добрых намерений, начинает вести себя по отношению к ней угрожающе, что истощает терпение Севилай. Как будто желая выкрикнуть правду, он сказал: «Ты мой брат», но это признание еще больше накалит обстановку. В этот самый момент Нух, услышав накал спора, вбегает в комнату и, увидев, что Севилай загнана в угол, ввязывается в серьезную драку с Андачбеем. В тот момент, когда Андачбей собирается задушить Ноя, Севилай в страхе хватает первое попавшееся ей на глаза вазу и бьет Андачу по голове. Этот шаг спасет Ноя, но гнев Андачбея будет направлен на Севилай. Когда Севилай в панике отступает назад и рефлекторно ставит ему подножку, Андач теряет равновесие, ударяется об окно и падает с высоты. Событие будет настолько шокирующим, что Севилай и Нух на мгновение застынут, не зная, что делать. После кратковременного шока они решат быстро покинуть место происшествия. Севилай будет винить себя в случившемся, но Нух рискнет всем, чтобы защитить ее, и скажет, что он полон решимости взять вину на себя. Хотя Севилай не соглашается на это, решимость Нуха вынуждает их обоих временно бежать. Первым местом, куда они отправятся, станет Каппадокия. Однако полицейские проверки, с которыми они могут столкнуться на дороге, еще больше осложнят ситуацию. Что касается Халила, то когда ему не удается установить тот порядок, о котором он мечтал, и его планы рушатся, он немедленно разрабатывает новую стратегию. Он попытается вымогать деньги у Джихана, но сначала он сделает несколько признаний, чтобы привлечь Хикмета на свою сторону. Впервые показав свое истинное лицо, он скажет, что на самом деле у него нет ни гроша и нет никаких связей за границей. Хотя Хикмет разочарован услышанным, он не сможет оставить Халиля из-за своих навязчивых чувств к нему. Халиль, с другой стороны, изобразит себя жертвой, драматизируя, что он обанкротился и что в прошлом у него отняли все. Хикмет начнет вмешиваться в эти планы, хотя он этого и не хочет, потому что будет бояться остаться в одиночестве и чувствовать себя бессильным. Хотя Джихан и Мелек хотят испытать счастье воссоединения со своим ребенком, события, происходящие вокруг них, постепенно начнут разрушать их отношения. Джихан постарается создать моменты, когда они смогут побыть наедине, чтобы немного облегчить душу Мелек. Мелек, с другой стороны, будет внутренне опустошен тревогой из-за того, что не сможет получить никаких вестей от Нуха и Севилай. Однако, когда придет известие о том, что Севилай и Нух вернулись вместе, Мелек вздохнет с облегчением. Тем временем Тахсин Бей узнает, где находится Сумру Ханем, и решает сразиться с ней. Когда госпожа Сумру увидит мужчину, которого не видела много лет, она попытается оттолкнуть его с большим гневом. Тахсин Бей скажет, что он осознает все свои ошибки, знает, как сильно он ее обидел, и сделает все возможное, чтобы попросить прощения. Однако сердце Гэжи Сумру пока не смягчилось, и она скажет, что ей нужно еще немного времени. Тахсин Бей уйдет оттуда, заявив, как сильно он ее любит и что он готов ждать прощения. Ной, с другой стороны, будет привлекать все больше внимания из-за головокружения и приступов, похожих на судороги, которые он испытывает в последнее время. Севилай очень обеспокоена его состоянием и попытается убедить его пойти к врачу. Хотя Нух говорит, что это не важно, Севилай объяснит эту ситуацию Мелику. Мелек решит тайно проследить за Ноем и узнать, в какую больницу он ходил и к какому врачу обращался.
Наконец, он поговорит с врачом и узнает правду, выяснится, что у Ноя серьезная опухоль или образование в мозгу, и что если не провести вмешательство без промедления, риск для его жизни возрастет. Узнав об этом, Мелек немедленно свяжется с Гэжой Сумру. Когда Сумра узнает, что ее сын борется с серьезной болезнью, ее не будут волновать ни прошлые обиды, ни пережитые трудности. Он немедленно поправится и вернется в Каппадокию. Вместе с ней появится и ее старый друг, который стал свидетелем пережитой ею много лет назад боли и расскажет Джихану, Мелек, Харике и Эсад подробности, доказывающие невиновность Сумру Ханым. Эти заявления откроют глаза его детям, и станет ясно, что все, что Халиль говорил им на протяжении многих лет, ложь. Их совесть будет терзаться от ужасной несправедливости, причиненной Гэже Сумру. Между тем Эсад будет освобожден после того, как Джихан отзовет свою жалобу. Джихан серьезно поговорит с ним и скажет, что отныне ему нужно жить достойной жизнью и что он не должен делать ничего, что может навредить его семье. Эсад также впервые начнет задавать себе вопросы и стремиться стать лучше. Тахсин Бей не сможет сдержать свой гнев, услышав о зле, причиненном Сумру Ханым. Он решает привлечь к ответственности виновных в произошедшем и попытается узнать правду, угрожая человеку оружием. Халиль, чтобы извлечь выгоду из этого хаоса, сделает предложение Джихану: «Если ты дашь мне деньги, которые я хочу, я исчезну». Эти слова сведут Джихана с ума. Мелек попытается успокоить его, но Джихан больше не сможет терпеть присутствие Халиля. Она рассмотрит возможность дать ему денег и избавиться от него, если это необходимо, чтобы навсегда убрать его из их жизни. Принимая во внимание все эти события, каждый окажется на своем собственном перепутье. Связь между Севилай и Нухом станет крепче, правота Сумру Ханым раскроется, Мелек и Джихан будут бороться за то, чтобы стать семьей. Каждый персонаж будет двигаться к самому большому испытанию в своей жизни. Истина выйдет на поверхность, начнутся столкновения, кто-то попытается искупить свою вину, кто-то попытается простить. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.